13 июля 2025. Город Геттисберг, штат Пенсильвания. Место, которое официально признано столицей призраков Америки. Именно здесь внезапно обрывается жизнь человека, который 13 лет профессионально исследовал паранормальные явления. Дэн Ривера найден мертвым в номере отеля. Дверь заперта изнутри. Следов борьбы нет. Посторонних не было. Только старая тряпичная кукла стоит в углу у кровати. Ривера был не любителем с видеокамерой. Это ветеран армии, профессиональный исследователь аномалий. Человек, которого не пугало ничего. Он скончался в разгар своего самого амбициозного тура под названием «Дьяволы в бегах». Врачи настаивают на внезапной остановке сердца. Полиция разводит руками. Официально несчастный случай. Но есть один факт, который официальная версия обходит стороной. В ту ночь в номере находилась она. Обычная тряпичная игрушка с красными волосами из пряжи. Но за этой куклой тянется след из смертей и необъяснимых происшествий длиной в несколько десятилетий. Именно поэтому она хранится в запечатанном стеклянном ящике, на котором висит табличка с приказом не прикасаться. Почему сердце человека, который прошел армию и 13 лет провел в самых жутких местах планеты, остановилось именно в эту ночь? Именно тогда, когда рядом с ним находилась кукла Аннабель. Как игрушка смогла остановить сердце профессионала, который не боялся ничего? Какую смертоносную программу скрывают свинцовые таблички Древнего Рима? Что на самом деле скрывается за ядовито-зеленой кожей бога Осириса? И какая рукопись написана на языке, который никто не может прочитать уже 500 лет? Если проклятие – это просто суеверие, почему они не исчезли? Почему они есть в каждой культуре, на каждом континенте и в каждом поколении, включая наше? Ответ существует, и он страшнее любого проклятия. 1973 год. Польша. Группа археологов вскрывает усыпальницу короля Казимира IV, которая была заперта в течение 5 столетий. Внутри только гнилое дерево и много пыли. Но спустя несколько дней исследователи начинают умирать один за другим. Из 12 выживут только 2. Мировые заголовки пестрят сообщениями о возвращении древнего проклятия королей. 2019 год. Египет. Документалист Рами Романи вскрывает гробницу, закрытую 6 столетий. Местный охранник отказывается подходить к двери. Романи не останавливается. За годы съемок в самых мрачных точках планеты он привык доверять фактам, а не суевериям. Это решение едва не стоило ему жизни. Как только дверь открылась, наружу вырвался воздух, запертый внутри 6 столетий. Едкая смесь древней пыли и паров аммиака. Пока под ногами в свете фонарей извивались змеи, главная угроза оставалась невидимой. Хватило одного вдоха. Через несколько часов температура Романи взлетела до 42 градусов. Кашель с кровью, галлюцинации, призрачные фигуры, которые обступили его кровать и просто ждали его конца. Врачи списали все на инфекцию. Но что на самом деле убивает людей, которые переступают порог запечатанной гробницы? Что объединяет польских археологов и египетского документалиста? И почему эта угроза не слабеет спустя 1000 лет? Ответ кроется в том, что происходит внутри замкнутого пространства, когда его не открывали несколько столетий. Настоящая египтомания началась с Наполеона. В 1798 он привел к подножию пирамид не только армию, но и 150 ученых. Египет перестал быть легендой и стал научной одержимостью Европы. Ученые Наполеона методично описывали все, от гигантских статуй до мельчайших рисунков в погребальных камерах. Именно тогда исследователи впервые столкнулись с образом, который не вписывался ни в одну логику. На древних фресках Осирис, владыка загробного мира, выглядит пугающе. В отличие от других богов, его кожа всегда неестественного ярко-зеленого цвета. Исследователи десятилетиями спорили, что это? Симптом неизвестной болезни? Или следствие контакта с редкими металлами и химикатами, которые превратили гения древности в живой труп еще при жизни? Некоторые исследователи заходили дальше. Они считали, что Осирис первым столкнулся с радиацией, и его тело изменило пигментацию под воздействием смертоносных элементов. А если так, гробницы — это не могилы. Это зоны отчуждения, запечатанные 1000 лет назад. По легенде, Наполеон провел ночь внутри Великой пирамиды Хеопса в полной темноте камеры царя. Говорили, что он вышел оттуда бледным и потрясенным. Что именно он там увидел, неизвестно до сих пор. Так что же убило польских археологов? Что едва не убило Романи? В запечатанных камерах, вырубленных в скалах, накапливается радон.
Это радиоактивный газ, который выходит из земной коры и никуда не уходит в герметичном пространстве. В некоторых египетских гробницах его уровень превышает допустимую норму в 7 раз. К этому добавьте споры грибков, которые процветают в темноте столетиями. Запечатанная гробница – это не памятник древности. Это камера, которая терпеливо накапливает яд и ждет первого, кто осмелится открыть дверь. Но тогда что означает зеленая кожа Осириса? Для древних египтян зеленый был не цветом смерти, а цветом Нила после разлива. Цветом первых ростков из сухой земли. Изумрудная кожа Осириса говорила не о гибели, а о победе над ней. Но если за порогом гробницы только пыль и радон, как объяснить то, что случилось с экспедицией Говарда Картера? 1922 год. Британский археолог вскрывает нетронутую гробницу Тутанхамона. Лорд Карнарвон, вложивший в экспедицию личное состояние, готовится разделить триумф. Праздник длился недолго. В апреле 23-го Карнарвон скончался в отеле. Диагноз – пневмония после заражения крови. Причина – обычный порез во время бритья на месте укуса комара. Но детали не давали покоя. В момент его смерти Каир накрыло необъяснимым отключением электричества. В ту же минуту в Англии умерла его собака. После вскрытия гробницы от лихорадки умирает миллионер Джордж Гулд. Следом Артур Мейс, один из руководителей раскопок. Газеты методично добавляли новые имена – ученые, рентгенологи, близкие родственники. Но в 2010-м британский медицинский журнал проверил эту легенду. Ученые сравнили жизнь всех участников экспедиции с обычными людьми той же эпохи. Оказалось, что участники раскопов жили ничуть не меньше остальных. Газеты просто не писали о тех, кто дожил до старости. Так почему мы верим в проклятие даже тогда, когда цифры говорят обратное? 1988. В британском городе Бат строители вскрывают фундамент древних римских бань и находят то, чего не ожидал никто. 250 тонких свинцовых листов, скрученных в трубочки и пробитых гвоздями. Каждый из них оказывался посланием богам с одной просьбой – уничтожить конкретного человека. Одна из табличек сохранилась полностью. Текст простой. «Пусть тот, кто украл мой плащ, Уиллисций или Роман, лишится рассудка прежде, чем потратит эти деньги». Человек настолько в ярости из-за украденного плаща, что идет к жрецу, платит за ритуал, выцарапывает имена на свинце и закапывает табличку. Таких табличек по всей Европе найдено более 2000. Римляне проклинали воров, неверных супругов, соперников на скачках и политических врагов. Существовали целые мастерские, где жрецы за плату составляли текст, выбирали нужного бога и проводили ритуал захоронения. Но как кусок свинца в земле мог причинить реальный вред живому человеку? Только в одном случае, если жертва узнавала о проклятии. Именно тогда запускался механизм, не имеющий никакого отношения к магии. Человек начинал ждать беды, и мозг, натренированный на поиск угрозы, находил ее везде – в случайном кашле, в разбитой посуде, в странном взгляде соседа. Проклятие исполнялось не потому, что боги услышали жреца, а потому что проклятый поверил в приговор и начал исполнять его сам. За день вы встречаете сотни людей и не помните никого. Но человека ростом 2 метра 20 или человека в костюме средневекового рыцаря вы запомните на всю жизнь. Не потому, что он опасен, а потому, что он выбивается из нормы. Точно так же работает наш разум со смертью. Тысячи людей умирают каждый день, и мы не замечаем этого. Но стоит кому-то умереть после того, как он вошел в гробницу или прикоснулся к артефакту, мозг мгновенно выстраивает причинно-следственную связь. Мы отбрасываем тысячи обычных смертей и оставляем одну мистическую, превращая случайное совпадение в железный закон. Самый известный пример – проклятие Текумсе. В начале XIX века вождь племени Шауни по имени Текумсе воевал с американскими колонистами за землю своего народа. После его гибели родилась легенда: каждый президент США, избранный в год, оканчивающийся на 0, умрет на посту. Список выглядел пугающе. 1840-й президент Гаррисон умер через месяц после вступления в должность. 1860-й Линкольна застрелили в театре. 1880-й президент Гарфилд убит. 1900-й МакКинли застрелен. 1920-й Гардинг умер от сердечного приступа. 1940-й Рузвельт умер от кровоизлияния в мозг. 1960-й Кеннеди убит в Далласе. 7 президентов подряд. Но есть то, о чем легенда молчит.
Рейган, избранный в 1980-м, пережил покушение и спокойно закончил свой срок. Буш-младший из 2000-го и Байден из 2020-го тоже остались живы. Но есть история, которую этим объяснить не получается. Романовы – царская династия, которая правила Россией 300 лет. Это была одна из богатейших семей мира. В 1918-м они исчезли за одну ночь. В подвале Екатеринбургского дома расстреляли последнего императора Николая II, его жену и 5 детей. Младшему было 13 лет. Но история пугает не только концом. Она пугает тем, что конец оказался точной копией начала. Вернемся назад, в 1614 год. Романовы только захватили власть и сразу казнили 3-летнего мальчика, сына своей главной соперницы, польской аристократки Марины Мнишек. По легенде, перед смертью она прокляла новую династию и сказала, что их род закончится точно так же – смертью собственного ребенка. Об этом не вспоминали 3 столетия. Их династия началась с гибели чужого 3-летнего ребенка и закончилась гибелью собственного 13-летнего сына. Марина Мнишек назвала срок и способ, и все сбылось. Можно назвать это совпадением, но когда все сбывается до мелких деталей, даже человек, который не верит ни во что, на секунду остановится и подумает, а вдруг это не случайность? Проклятия бывают разные. Одни привязаны к месту, другие к предмету. Но есть особый вид, который привязан к цифре – число 13. В большинстве американских небоскребов нет 13-го этажа. Не потому, что его забыли построить. Просто после 12-го сразу идет 14-й. В Китае, Японии и Корее то же самое происходит с числом 4. Оно созвучно со словом «смерть» в этих языках, поэтому в лифтах многих зданий кнопки с цифрой 4 нет вообще. Этот феномен даже получил официальное название – тетрафобия, то есть страх числа 4. Ряд азиатских авиакомпаний убрал 4-й ряд из салонов самолетов. Больницы не нумеруют 4-е палаты. Это не суеверие маленького ребенка. Это решение архитекторов, инженеров, авиаконструкторов и директоров корпораций с многомиллиардными оборотами. Людей с университетскими дипломами, которые прекрасно понимают, что цифра на кнопке лифта не меняет ничего, но все равно убирают ее. Потому что страх перед числом оказывается сильнее любого образования. До сих пор мы говорили о проклятых местах, предметах и числах. Но есть категория, которая пугала людей сильнее всего остального. Это книги. Один из самых известных примеров – Кодекс Гигас, Дьявольская Библия. Рукопись создана в начале XIII века в чешском монастыре. Весит 75 килограммов, содержит 900 страниц пергамента из кожи 160 ослов. По легенде, монах, приговоренный к казни, пообещал одну вещь. Он создаст книгу, равной которой не будет в мире, и сделает это за одну ночь. Когда стало ясно, что он не успевает, монах обратился за помощью к дьяволу. До рассвета рукопись была готова. А в благодарность монах нарисовал его портрет прямо внутри нее. Огромное изображение сатаны. По содержанию кодекс – обычная монастырская энциклопедия, религиозные тексты, хроники, медицинские трактаты. Но один рисунок перечеркнул все остальное. Идея о том, что знание может быть смертельно опасным, появилась задолго до этой рукописи. В Древнем Египте существовала легенда о книге Тота, бога мудрости и письма. Считалось, что тот, кто прочитает этот текст, научится понимать язык животных и увидит самих богов. Но цена за это знание была страшной. Согласно преданиям, жрецы уничтожали любые копии книги, чтобы она не попала в руки человека, который захочет использовать эту власть против других людей. Что именно было в этих текстах, если даже хранить их казалось опасным? В XIX веке русская исследовательница Елена Блаватская объявила, что нашла ответ. Она утверждала, что держала в руках текст, скрытый от человечества тысячи лет. Она назвала его «Станци Дзиан». По ее словам, он написан на языке, которого не знает ни один живой ученый, и описывает подлинную историю сотворения Вселенной, ту, которую от нас скрыли. Ученые называют это мистификацией, но легенда живет до сих пор. Египетские гробницы, римские таблички, президентские проклятия, запретные книги. Но ни разу мы не ответили на главный вопрос. Почему в это верит современный человек, у которого в кармане смартфон и доступ ко всем знаниям мира? Ответ уходит глубже, чем любая из этих историй. Африканская саванна 100 тысяч лет назад. В высокой траве послышался шорох. Тот, кто решил, что это ветер, рисковал стать обедом для леопарда. Тот, кто убежал, выжил. Даже если это действительно был просто ветер. Мы потомки тех, кто убегал.
Наш мозг выучил один урок. Лучше увидеть угрозу там, где ее нет, чем пропустить ту, которая есть. Древний человек не знал ни бактерий, ни вирусов. Зато знал одно – случайности не бывает. Проклятие было не магией. Это был первый способ объяснить мир. Когда с нами случается беда, мы задаем тот же вопрос, что и человек в африканской саванне. За что мне это? Кто виноват? Остров проклятых. Может ли обычный камень сломать человеку жизнь? Тысячи людей со всего мира уверены, что да. Демоны в чашке. Почему в 17 веке простая чашка кофе пугала правителей целых империй сильнее, чем вооруженный бунт? Похищенные предки. Как деревянные фигурки из музеев Америки вызывали засухи и эпидемии за тысячи километров от себя? Ожившие куклы. Что делает культ Вуду с человеком, которого объявили проклятым? И почему от этого еще никому не удалось сбежать? 2010. Новая Зеландия. Из местного музея крадут рукоять кнута из китовой кости, артефакт народа маори, который легко можно было продать на черном рынке. Но через несколько дней вор вернул его обратно. Полиция до сих пор не знает, кто это был, зато догадывается, что его остановило. Народ маори пришел на острова Новой Зеландии из Полинезии в 13 веке. За 8 столетий они выработали особое отношение к вещам. У них есть понятие маори – скрытая жизненная сила, которая живет не только в людях, но и в предметах. Священный топор, плащ вождя, рукоять оружия – все это не просто вещи. Это живые хранители памяти рода. Стоит украсть такой предмет, и сразу вступает в силу священный запрет. То есть с этого момента предмет начинает работать против похитителя. Вор взял не просто кость, он взял чужую святыню. И жить с этим оказалось невозможно. В Африке похожую роль играют виганга, деревянные фигуры народа Миджикенда из Кении. Каждая воплощает дух конкретного старейшины. Пока фигура в общине, предок защищает живых. Когда исчезает, связь обрывается. В 80-е эти фигуры начали массово вывозить и продавать западным коллекционерам. Общины верили, что именно поэтому пришли засухи и болезни. В 2023 музей штата Иллинойс вернул Кении 37 фигур. Официально это передача культурных ценностей. Однако для народа Миджикенда это было возвращение мертвых домой. И африканские фигуры, и рукоять маори объединяет одно. Люди знали, что берут чужое. Но бывает иначе. Когда человек даже не подозревает, что совершил кражу. На Гавайях внутри вулкана Килауэ, по местной легенде, живет богиня огня Пеле. Она охраняет остров и наказывает каждого, кто увезет с собой камень, песок или пепел. Но эта история отличается от всех остальных одной деталью. Каждый год сотрудники национальных парков Гавайев получают сотни посылок со всего мира. Люди возвращают камни и прикладывают письма с извинениями. Пишут, что взяли камень на память. И что после этого жизнь пошла под откос. Кто-то потерял работу, кто-то заболел, кто-то развелся. В 2017-м только один парк получил больше 1000 таких посылок за год. Наука объясняет это просто. Когда человек нарушает запрет, который считает священным, он подсознательно ждет наказания. И мозг его находит. Любая неудача, которая раньше прошла бы незамеченной, теперь выглядит как расплата. Но есть деталь, которая переворачивает все с ног на голову. Проклятие богини Пеле появилось не в древности. Его придумали сотрудники национального парка в середине 20 века, чтобы туристы не растаскивали породу по домам. Легенду сочинили намеренно, но она работает до сих пор. Переносимся на остров Гаити. В кино Вуду это мрачные ритуалы, куклы и иглы. Но для жителей Гаити это не экзотика и не суеверие. Это официальная религия. В 2003-м государство признало Вуду одной из конфессий страны наравне с католицизмом. Здесь человек может утром молиться в церкви, а вечером чтить духов предков. И именно поэтому проклятие здесь работает иначе, чем везде. Когда жрец объявляет кого-то проклятым, это не просто слова. Это приговор, который слышит вся община. Семья отворачивается, соседи избегают. Человек остается один против коллективной веры целого народа. Для многих это страшнее любой физической угрозы. Ученые называют то, что происходит дальше, психогенной смертью. Человек настолько глубоко верит в собственный смертный приговор, что организм реагирует на это как на реальную опасность. Гормоны стресса выходят из-под контроля. Сердце начинает работать иначе. Если человек уже ослаблен болезнью или возрастом, такой страх может уничтожить его за несколько дней. Но чтобы проклятие сработало, нужен человек, который в него верит. А что, если под удар попадает не один человек, а целая страна? Что, если проклятым объявляют не личность, а то, что миллионы людей делают каждый день?
Начало XVI века. В Мекке власти официально запрещают кофе и объявляют его дьявольским зельем. Но за этим запретом стояла не религия, а страх. К тому моменту кофейни превратились в места, где люди собирались и открыто критиковали власть. Для любого правителя такое место опаснее вооруженного бунта. Бунт можно подавить силой. Разговор нельзя. В XVII веке османский султан Мурад IV запретил кофе по всей империи и закрыл кофейни. В 1951 по Египту поползли слухи, что в кола и пепси содержится алкоголь или запрещенные вещества. Слух распространился так быстро, что египетский муфтий был вынужден выпустить официальное разъяснение. Напитки чисты, никакого яда нет. Но люди уже боялись. В этом и состоит сила проклятия как инструмента. Не нужно доказывать, что продукт опасен. Достаточно посеять один вопрос: а вдруг это правда? И чем чаще этот вопрос звучит вокруг, тем быстрее обычная вещь превращается в запретную. Март 1314. На одном из островов Сены в Париже заживо сжигают Жака де Моле, последнего великого магистра ордена тамплиеров. Тамплиеры начинали как рыцари-монахи, которые защищали паломников в Святой Земле. За 200 лет они превратились в богатейшую финансовую организацию Европы, хранили золото королей, выдавали займы государствам и фактически изобрели международный банкинг. Именно это их и уничтожило. Французскому королю Филиппу IV нужны были деньги на войны, и самый быстрый способ их получить состоял в том, чтобы уничтожить тех, кто их хранит. Аресты начались в пятницу 13 октября 1307 года. Рыцарей обвинили в ереси, 7 лет пыток привели Жака де Моле к костру. Стоя в огне, он отказался от всех признаний, которые из него выбивали пытками, объявил орден невиновным и назвал 2 имени – папа Климент V и король Филипп IV. Он заявил, что оба предстанут перед Божьим судом в течение года. И спустя всего несколько месяцев папа Климент V внезапно умер. Еще до конца того же года погиб и Филипп IV. Для современников это выглядело не просто совпадением, а проклятием. Откуда умирающий человек мог знать, чем закончится эта история? Может быть, никакого знания не было. Просто слова были произнесены в нужном месте в нужное время. Но есть люди, которые давно поняли одну вещь. Неважно, работает проклятие на самом деле или нет. Важно, что люди в него верят. А на вере можно зарабатывать. 1702 год. Северный Йоркшир, Англия. Преступника по имени Томас Басби приговорили к казни за убийство своего тестя. Перед тем, как отправиться на виселицу, он попросил об одном – зайти в любимый паб и выпить напоследок, сидя в своем кресле. Просьбу выполнили. Вставая из-за стола, Басби произнес одну фразу: «Каждый, кто сядет на это место, умрет». Так обычный деревянный стул превратился в кресло Басби, один из самых известных проклятых предметов Англии. Легенда утверждает, что те, кто решался сесть, вскоре погибали. Кто-то разбивался в аварии, кто-то не возвращался с войны. Список жертв со временем вырос до нескольких десятков имен, хотя проверить эти данные сегодня невозможно. Но произошло кое-что неожиданное. Опасность не отпугнула людей, а превратилась в главную приманку. Паб стал местной достопримечательностью. Люди приходили не просто выпить, но и прикоснуться к предмету, который убивает. В 1978-м кресло передали в музей и подвесили к стене на высоте 1,5 метров, чтобы никто не мог сесть даже случайно. Стул стал музейным экспонатом, и люди до сих пор едут на него посмотреть. Этот механизм работает повсюду. В 2021-м на аукционе выставили коллекцию предметов, связанных с оккультизмом: куклы Вуду, птичьи когти, высушенная голова вороны, фрагменты старинных рукописей. Покупатели платили огромные деньги. Не потому что верили в магию, а потому что покупали ощущение, будто дома лежит вещь с мрачной историей. Фильмы ужасов зарабатывают миллионы на фразе «основано на реальных событиях». Люди понимают, что ими манипулируют, и все равно платят. Аннабель – идеальный пример того, как это работает. В кино она выглядит как жуткое фарфоровое создание с мертвым взглядом. Но настоящая Аннабель совсем другая. Это обычная тряпичная кукла с красными волосами из пряжи и простым детским лицом. Именно такую могла бы получить в подарок любая девочка. И, возможно, именно это пугает сильнее всего. 1970-й. Молодая медсестра из Коннектикута получает куклу в подарок на день рождения. Поначалу ничего необычного. Но вскоре домочадцы начинают замечать странности. Игрушку оставляют в одном месте, а находят в другом. Положение рук меняется. Голова поворачивается.
На бумажных клочках появляются записки с просьбой о помощи, хотя никто их не писал. Семья обращается к Эду и Лоррейн Уоррен, паре, которая к тому моменту уже 20 лет профессионально расследовала паранормальные явления по всей Америке. Их вывод оказался однозначным. Кукла не просто движется сама. Ею управляет нечеловеческая сущность, которая использует игрушку как точку входа в мир живых. Аннабель изымают из дома и помещают в запечатанный стеклянный ящик в оккультном музее Уорренов в Коннектикуте. На ящике появляется табличка с предупреждением не прикасаться ни при каких обстоятельствах. Уоррены утверждали, что читали над ней молитвы каждые несколько недель, чтобы удержать сущность внутри. Люди начали приезжать со всей страны. Вокруг куклы стали рождаться новые истории. Самая известная — о молодом мотоциклисте, который пришел в музей с подругой, начал смеяться над куклой и стучать по стеклу. Уоррены попросили его остановиться. Он не остановился. По дороге домой он не справился с управлением и разбился насмерть. Его подруга выжила. Проверить этот факт невозможно. Но для легенды это не важно. Так обычная тряпичная кукла превратилась в один из самых узнаваемых символов страха в современной культуре. Не потому, что кто-то доказал ее опасность, а потому, что история вокруг нее была рассказана именно так, как наш мозг любит слушать истории, с нарастающим напряжением, с нарушением запрета и с неизбежной расплатой. И история с Аннабель – не исключение. Именно так работает любое проклятие, которое живет дольше одного поколения. 1904 год. Журналист Бертрам Флетчер Робинсон опубликовал статью о древнем экспонате из Британского музея – расписной крышки саркофага, которая якобы приносила несчастье всем владельцам. Легенда быстро разрослась. Вскоре люди уже говорили, что именно этот предмет погрузили на «Титаник», и именно он притянул айсберг к кораблю. Сегодня известно, никакой мумии на борту не было. Крышка саркофага не покидала музей до 1990 года. Просто выдумка, которую подхватила пресса. Но люди верят в нее до сих пор. Почему? Потому что наш мозг не умеет жить в мире, где все происходит без причины. Внезапная болезнь, катастрофа посреди океана, смерть в запертом номере отеля – всему этому нужно объяснение. Не научное, а человеческое. Такое, в котором есть виновный, есть нарушение и есть расплата. Проклятие дает именно это. Оно превращает хаос в историю, которую можно понять и пересказать. Настоящая сила проклятия живет не в куклах, не в камнях и не в табличках. Она живет в нас. В том, что мы не можем смириться со случайностью. В том, что нам легче поверить в проклятие, чем признать, иногда мир просто жесток, без всякой причины. И пока мы так устроены, проклятия никуда не денутся. Напишите в комментариях, вы верите в проклятие или считаете это игрой нашего мозга. Нам правда интересно.